Позавчера в центре Москвы произошла диверсия. В ресторан, где свой 55-летний юбилей отмечал глава воздушно-космических сил генерал-полковник Александр Чайка, через курьера под видом подарка попытались пронести взрывное устройство. Дальше что произошло, непонятно. Информация очень фрагментарная и противоречивая. О пострадавших и погибших известно крайне мало. Точно погиб курьер со взрывчаткой. Возможно, пострадала 25-летняя дочь генерала и его зять. Непонятно также, что с самим генералом. Так как информация о взрыве и последствиях крайне фрагментарная и противоречивая, мы будем обсуждать то, что можно обсудить в условиях скудных сведений. Перед тем, как начнем, только напомню, по ссылке в описании есть наш гайд, где есть в том числе и бесплатные способы, как обойти российские блокировки интернета. Спонсирует гайд сервис mCard. С его помощью буквально за 5 минут можно оформить виртуальную карту, пополнить через СБП и расплачиваться за границей. А если вы присматриваете себе новый VPN-сервис, присмотритесь к Blank VPN. Сервис работает в России уже 8 лет и справляется со всеми интернет-ограничениями. Скидка в ссылке под роликом. Чтобы понимать характер произошедшего, опишем ситуацию как есть. Ресторан Бальце Росси находится сразу же за Садовым кольцом, в 900 метрах от Белого дома. Это западная часть центра Москвы, место наибольшей концентрации высшей номенклатуры и самых разных людей в погонах, которые номенклатуру эту охраняют. Там начинается Кутузовский проспект, одна из главных спецтрасс Москвы, по которой днем и ночью автомобили с проблесковыми маячками и номерами АМР возят самых ценных для режима людей на работу и обратно, в их рублевские дворцы. Москва – самый охраняемый город. Центр Москвы – самая охраняемая часть Москвы. Запад центра – самая охраняемая часть центра Москвы, после разве что Кремля. В этой самой охраняемой части Москвы генерал-полковник, командующий родом войск, отмечает юбилей. Надо думать, что на юбилее генерал-полковника, командующего родом войск, вряд ли гуляют сержанты и ефрейторы. Гуляют там люди того же социального статуса. Генералы, высокопоставленные сотрудники Минобороны и Генштаба, депутаты Госдумы. На такие тусовки вряд ли зовут людей в звании ниже майора и в статусе ниже замначальника департамента министерства. Такая тусовка – это место гиперконцентрации охраняемых лиц в одной из самых охраняемых частей Москвы. Умножаем одно на другое, и оказывается, что ресторан этот в тот момент времени был одной из самых охраняемых локаций в стране в принципе. После разве что той, где в этот момент был сам Путин. Причем юбилей же дело такое, он редко наступает внезапно. Сильно заранее было понятно, где его будут отмечать, когда, кто и как приедет в гости, кто будет обслуживать мероприятие. Абсолютно исключено, что там могли возникнуть какие-то случайные люди. Тем более в военное время, когда опасность диверсии более чем реальна. Полковника Дамира Давыдова в Балашихе взорвали меньше 2 месяцев назад. Мы помним, что на фоне отстрела генералов в Москве Путин накрутил хвостов ФСО, приказал расширить список охраняемых лиц, усилить защиту генералов и приравненных к ним командиров российской армии. И на такое мероприятие приносят бомбу. На мероприятие, с которым по всем мыслимым понятиям никакое взрывное устройство даже рядом не могло оказаться. Но оказалось. Смогло это устройство поразить ту цель, которую, собственно, и собиралось поразить, или не смогло, это вопрос второй. Главное, что оно в принципе оказалось там, где оказалось, и взорвалось. Это возвращает нас к главному вопросу последних лет. Что российское государство может, а что не может? Путин сказал, надо обеспечить нормальную охрану ФСО высших российских командиров, чтобы их перестали отстреливать в Москве. Высших командиров не так уж много. Людей уровня командующего родом войск вообще несколько десятков от силы. Это довольно компактная задача. Это не то, что систему ПВО в стране реформировать. Это просто список людей, рядом с которыми ничего не должно взрываться. И здесь стоит учитывать, что ФСО – это фактически еще одна внутренняя армия. Только в центральном ее аппарате работают 812 человек. У нее есть бронетехника, есть любые средства слежения, доступ ко всем базам и камерам. Весь арсенал спецслужб в их распоряжении. Для такой структуры охрана еще нескольких десятков человек не должна становиться проблемой. Эти несколько десятков человек должны были стать совершенно неуязвимы для противника. Но в очередной раз это оказалось не так.
Так выглядит дисфункция. Если мы хотим понять, насколько российское государство способно справляться с большими задачами, вроде защиты нефтяной, энергетической, логистической инфраструктуры, мы должны смотреть, как оно справляется с задачами маленькими, с защитой самых главных для войны людей. Справляется, мягко говоря, посредственно. Почему справляется посредственно? На этот вопрос явного ответа у нас нет. Одно из объяснений, которое лежит на поверхности, заключается в том, что вся эта инфраструктура спецслужб как не была готова функционировать в военное время, так и не стала. Все-таки есть разница огромная, с кем воевать. Когда враг – это не какой-то вымышленный террорист или экстремист, вроде Екатерины Шульман или Павла Дурова, а настоящее государство с настоящими спецслужбами, то оказывается, что в центре Москвы может материализоваться взрывное устройство. Оказывается, что бороться с настоящим противником, а не с людьми, которые что-то там пишут в интернете или пытаются, не дай бог, куда-то баллотироваться, совсем не то же самое, что противостоять организованным структурам, способным планировать и осуществлять реальные диверсии. О другой причине, почему спецслужбы посредственно справляются со своими функциями, поговорим после небольшой рекламы VPN. Посмотрите, пожалуйста. Недавно президент InfoWatch Наталья Касперская рассказала о дискуссии с Роскомнадзором. Представитель РКН сообщил ей, что считает блокировку Telegram эффективной. Тогда Касперская спросила присутствующих на встрече, кто общается в Telegram. Руки подняли все. И это несмотря на все препятствия. На то, что нужно включать-выключать VPN, пользоваться разными сервисами, чтобы просто оставаться на связи. Люди продолжают находить обходные пути, а VPN-сервисы внедрять новые функции. Один из таких сервисов – Blank VPN. Подключение к VPN у него осуществляется в один клик, а в приложении есть функция раздельного туннелирования трафика и передовые протоколы шифрования как с автоматическим, так и с ручным выбором подключения. То есть вы сами выбираете режим работы VPN. Все это позволяет обходить обнаружение VPN в большинстве российских приложений и иметь доступ к любимым сервисам одновременно. Blank VPN работает в России уже 8 лет и справляется со всеми интернет-ограничениями. Все преимущества в одном тарифе. Высокая скорость, безлимитный трафик, семейный доступ и безлимитное количество устройств. Всего от 3 евро в месяц. Это значительно выгоднее, чем использовать подписки с ограничениями. Оплатить сервис можно по СБП, российскими и иностранными картами, а еще Blank VPN дает 30 дней, чтобы вы могли спокойно проверить сервис. Если не понравится, вам вернут деньги, никаких рисков. Попробуйте прямо сейчас, пока идет акция. Переходите по ссылке в описании или QR-коду на экране. По ссылке уже применена скидка до 66%. Продолжим. С защитой высокопоставленных людей спецслужбы справляются посредственно, потому что не были заточены под войну. Другая причина, кажется, кроется в полной безнаказанности спецслужб. Мы видели подрыв Крымского моста, вторжение в Курскую область, целую массу диверсий и покушений, начиная с убийства Дарьи Дугиной. А также операцию «Паутина», в которой были уничтожены стратегические бомбардировщики. По пути еще не связанный со всем этим настоящий теракт в Крокусе. За все эти 4,5 года не было и нескольких месяцев, чтобы мы не увидели какого-то изумительного провала именно по линии спецслужб в их зоне ответственности. Это уж не говоря о том, что сама война началась с многолетнего вранья ФСБ о состоянии дел в Украине. Что и привело Путина к уверенности, будто украинская армия вот-вот развалится, власть рухнет, а люди будут встречать танки с цветами. Однако мы видим, что в России ответственность может нести кто угодно, но не чекисты. За вторжение в Курскую область поплатились 2 подряд губернатора. Первый жизнью, а второй свободой. Водители фур, владельцы складов, грузовые диспетчеры – все они дружно уезжают на пожизненное просто за то, что оказались не в то время, не в том месте. Половину руководства Минобороны пересажать можно. Губернаторов, олигархов, любых гражданских чиновников вообще за милую душу пересажать. Но только не чекистов. Чекисты могут проваливаться как угодно, но знают, что ответственности никакой не понесут. Ну вот очередной взрыв в центре Москвы. Это очевидный провал не только по линии ФСО, но и по линии ФСБ, которая прошляпила подготовку диверсии. Можем ли мы себе представить, что в руководстве ФСБ начнутся чистки? Не можем. Какой толк в совещаниях у Путина и грозных требованиях пресечь охоту на генералитет в Москве, если те, кто должен этим заниматься, прекрасно понимают, за их провал ответит кто угодно, только не они. Если вам интересно, как выглядит дисфункция системы управления,
то она выглядит именно так, как разделение полномочий и ответственности. Только спецслужбы должны и могут предотвращать диверсии, но за последствия этих диверсий ответит кто угодно, кроме спецслужб. И каждый новый провал спецслужб приведет лишь к тому, что в их руках окажется больше власти и больше полномочий. Чем больше диверсий, чем ближе они к местам обитания Путина, чем более высокопоставленные люди страдают, тем больше власти у спецслужб над самим Путиным. Тем в большей он изоляции, тем сильнее его паранойя. Когда мотивация работает так, что исполнитель заинтересован в собственных провалах, это и есть управленческая дисфункция. И если она царит даже на таком локальном уровне, то странно ожидать, что текущая ситуация с защитой самых уязвимых объектов в глубоком российском тылу как-то изменится в лучшую сторону. Мы возвращаемся к простой истине. Страна наша никогда не была приспособлена к войне. Ни ее управленческая структура, ни спецслужбы, ни сама география. Масштабы России делают ее страшно уязвимой. Самые важные объекты рассредоточены по огромной площади. Каждый защитить невозможно. Чем дальше, тем тащить на себя войну государству сложнее. Сложнее, опять же, со всех точек зрения. Бюджет все хуже тянет войну. Людской ресурс все сложнее заманивать большими выплатами. Спецслужбы чем дальше, тем больше демонстрируют полную некомпетентность. Наконец, чем дальше, тем более становится очевидно. Эффективно защитить страну таких масштабов в условиях дроновой войны просто невозможно. Любой ущерб, который противник решит нанести, он нанесет. Решит противник создать топливный кризис – создаст. Решит грохнуть крупнейшую торговую компанию – грохнет. Заблокировать Крым – заблокирует. Разбить энергетическую инфраструктуру – разобьет. Привезти взрывчатку в центр Москвы вместо компактного проживания высшей номенклатуры – привезет. Ничто не в безопасности. Никто не в безопасности. Миллиардные инвестиции сгорают на глазах, а погоны на плечах просто делают тебя еще более привлекательной целью. Государство тут ничем тебе не поможет. Это все части одного целого. Это общее состояние государства на середине 5-го года войны. Всюду плохо, и найти какой-то карман эффективности становится невозможно. Вы генерал? Вас могут взорвать и, скорее всего, взорвут. Вы занимаетесь малым бизнесом, торгуете через маркетплейсы. Ваш товар может сгореть. Вы зависите от собственного автомобиля, завтра для него может не найтись топлива. Нельзя быть уверенным, что банк вернет вам вклад. Нельзя быть уверенным вообще ни в чем. В таком выдохшемся состоянии страна входит во вторую половину 5-го года войны. В состоянии, при котором чрезвычайные происшествия перестали быть новостью. При котором взрыв ресторана в центре Москвы – это худо-бедно тема для разговора. А вот очередные взрывы на НПЗ и сотни тысяч квадратных метров горящих складских помещений уже точно нет. Не судьбы очередных генералов, на которых идет охота, должны нас волновать, а очень хреновая динамика. Что нам надоест обсуждать еще через год? Что станет нашей рутиной? График отключения света в Москве? Задержки заработных плат в каких-то регионах? Или очередной банк, который решит, что всем, кому должен, всем прощает? Что из того, что на день сегодняшний звучит полным безумием, станет рутиной и топливом для мемов завтра? Ровно так проявляется динамика всех последних 4,5 лет войны. Проблемы, которые казались очень серьезными год назад, сегодня выглядят мелкими неприятностями. Жутко себе представить то, по сравнению с чем все, что творится сейчас, покажется мелкими неприятностями. На фоне чего диверсия в центре Москвы и очереди на заправках не будут казаться чем-то существенным. До завтра.